А как эти лодки выжили? Как это возможно? А, Винч просто не заметил. То есть Винч просто ищет... Ну, он же не знает, где док конкретно, но он проплыл. Согнал жителей здесь, да, жители убежали. Барлис лодки спрятал. Не заметил Винч. 2 на 2 турнир The Cartographers 2 оставил у меня много хороших воспоминаний. Поэтому я с вами хочу поделиться одним из них, а конкретно игрой между Сальс и командой Let It Happen. В решающей игрой в 1/8 финала этого турнира, это у нас золотая сетка, играют, соответственно, в команде Сальс Винчестер красным цветом, Classic Pro желтым цветом, против команды Let It Happen. Так, тут уже начинаются завольчики, но давайте смотреть. Против Винчестера играет синим цветом Дагао. Кстати, оба играют... Не-не-не, не совсем. Армяне у Дагао, а вот грузины у Винчестера. Здесь же у нас что? Здесь же ребята решили повоевать, пока не строятся, и Classic Pro уже убегает жителям, дожидается своего ткачества. Получится ли у него? Здесь Орел, потому что Барлис играет на инках. Барлис плюс Дагао, не знаю, почему они затимились и решили играть вместе. Здесь проблема у Крестьянки, он доделывается лум, возможно, скаут даст время Крестьянке, но, честно, это не очень. Выглядит так, как Крестьянку могут спасти только вот эта пачка жителей. Здесь уже проблемы у Классика Про начинаются, он играет у нас на армянинах. В общем, ситуация тяжелая, 2-0 лидировали Let It Happen, но Сальзи смогли камбэкнуть. И здесь на помощь приходит Винчестер, потому что он тут заволился, да, соответственно. А здесь Догич у нас заволивает, подгоняет оленя, точнее. Значит, 2-2, кто выигрывает, проходит дальше уже на китайцев. Итак, смотрим, Орел пытается спастись, крестьяне начинают драку, и Орел... Орел сильная штука. Ой, хорошо, здесь у Барлиса идет в принципе все. Давайте чекать еще айдлы, потери крестов, все такое прочее. Крестьянин, Классика Про сразу умирает. Ну здесь что? Орел идет как будто бы отхиливаться. Но Винчестер все еще в теме, пытается выпульться. Его немножко Классика Про блочит, но выходит Винчестер. Скаут у него будет хиляться, но только в феодальной эпохе совсем немножечко. Здесь смотрим дальше. Вообще карта Гамбургер, мы ее видели уже недавно несколько раз. Еще в исполнении команды Gamer Legion с Даутом, но немножко в другом турнире, Town Center Tango 2, но формат довольно похожий. Здесь же на Cartographers нет внезапной смерти, здесь можно играть несколько ратуш, да, не в одну. Но все равно лес очень важен, вода очень важна, кто за что будет играть, мы сейчас с вами выясним. Пока смотрим на Вилвары, Классика Про и Барлиса, здесь же пока вообще-то 1-1 по потерям крестам, по айдлов, у Классика на армянине 12 секунд. Так, ну что, нет, уходит Барлис, он как бы уверенно здесь сражается. Тык, что у нас здесь происходит? Ну, прикольно, что у нас 3 из 4 наций с мулкартами, армяне, грузины, да, и инки. Как будто бы кажется, что у инков, да, почему здесь взяты инки? Чтобы делать дешевые вышки и отбивать лес. Почему здесь взяты армяне? Чтобы играть в воду. Наверное, то же самое. Но здесь, кстати, грузины и армяне не совсем понятно, как будут... Какая у них здесь будет синергия, разве что куча мулкартов. И мулкарты это удобно, потому что вы можете, вам отбили лес, вы убегаете мулкартами дальше. В общем, довольно здорово. Здесь же перебегает Дагаовский скаут, наконец. И еще больше крестьян. Так, ну здесь, честно говоря, начинаются большие проблемы. У Классика Про. Как будто здесь подходит уже 8 жителей против 5. Пока по крестьянам ровненько. Здесь же, кстати, доки у ребят. И даже у Винчестера уже второй док. Но у него на халяву молкарт вообще-то был дан. Поэтому он такое может соображать. Апаются, кстати, Дагао с Винчестером. То есть у них-то билды все четкие идут. Пока здесь ребята вилварятся и практически тут абы как работают. Смотрите, раненые крестьяне у Классика Про работают. И... Блин, еще минус крест. Барлис умудряется убить еще одного. Так, здесь. И... Что это за дырка? Это странно. Ну, короче, Классику Про не получил заволиться, хотя было бы прикольно, да, за армянина заволиться, и как бы добываешь себе лес быстро за счет молкарта, и, в общем-то, на этом все. А инку как раз как будто бы и нужны эти все вилвары, видите, он идет. А вот классику вот сейчас как будто бы заволиться, надо успокоиться, да? Он делает это, но здесь надо заволить еще саму стенку Барлиса, а он этого, соответственно, не хочет. Итак, идут переходы. Что планирует Винчестер? 3 дока за грузин. Вот это да, даже больше, чем у армянина. Вот это я не совсем не ожидал. Такого поворота. Наконец-то док... Так, ну здесь тоже уже док, довольно пораньше. 2 еще креста на рыбе остается. Галеры с 3 доков. Грузинин очень сильно может играть на воде, несмотря на то, что у него обычные лодки. Но по билду он очень хорошо может играть. Дальше у нас... ну, армянина, зато лодочки атакуют лучше. Так, вот это что за крестьянин раненый остался? Вот это поворот. Орел до сих пор живой, да?
Он, получается, хилялся. И, соответственно, ни Классик, ни Барлис перейти в следующую эпоху не могут, потому что они тупо варятся бесконечно. Смотрите, что здесь происходит. Кто тоже раненый? У Классика половина крестьян раненых. Ну-ка, 8 на 8 хп. Будет ли Барлис убивать эту крестьянку? Ой, тут можно заметить и заболеть этого мужика. Тем временем Вилвара, так, немножко Классик начинает отыгрываться, хотя все равно тоже потери. 3-2. Размены крестами. Ух, смог убежать. Ну, оба игрока уровня примерно 2600-2700. Да, поэтому кресты спасаются довольно часто. Винчестер здесь скаут. Куда делся крест? Ага, он уходит. Оба! Так. Блин, Классик не замечает здесь. Ему выносят крестьянку, в которой еще было 10 еды. Посмотрим, что у нас на воде происходит. Неужели Винчестер доминирует на воде здесь? Ну, да. Мне кажется, да. 5 лодок на 2 всего лишь, да. Хотя в третий док добавляет догнич. Итак, какие у нас стены получились? Подождите. Как так вышло? Ага. Соответственно, третьего креста убивает Классик Про здесь. Решает заболиться, но один мужик остался снаружи. Сейчас им займутся. Тут можно попытаться удалить и спасти его, но решает Классик Про так не делать и убивают. Возможно, за счет орла этого крестьянина. Блин, потери, получается, здесь минус крест, и здесь еще произошло. Ага, но Классик понял, что есть какой-то засыл от Барлиса. Также Барлис переходит в следующую эпоху, а Классик нет. Какого лешего, спрашивается. Возможно, потому что раньше был поставлен док, плюс 2 мужика здесь работало, хотя они уже неэффективно работают. Зато Винчестер выигрывает полностью воду. Ой, нашел Классик Про здесь этого крестьянина. В принципе... Можно еще... Опа, квиквол. Винча надо позваться его скаутом здесь помочь. Блин, заквикволил Барлис крестьянина, и он переходит. Что дальше? Ну, Винчестер зато выносит здесь рыбаков. Посмотрите, раненые галерки, но все еще они могут все убить. Подтягивается скаут Винча. Ну, в долгу армянин может выровнять игру на воде против грузина. Потому что у него... лодки сильнее, лес добывается быстрее. Топорики есть, соответственно. Хотя, кстати, у Винча нет топорика. Вот это да. Вышку поставил. Но здесь вышки не такие важные, потому что, опять же, Мулкарт просто подвинул и все. В конце концов. Ну что, здесь просто Барли заволился, грубо говоря, да? Кстати, он возле воды. Может быть, можно его из воды пробить. Этого жителя. Например, вот этими галерами. Ну, а как эти лодки выжили? Как это возможно? Винч просто не заметил. То есть Винч просто ищет, ну он же не знает, где док конкретно, но он проплыл, согнал жителей здесь, да, жители убежали. Барлис лодки спрятал, не заметил Винч. Вот почему, кстати, японский бонус на дальность лодок может быть очень важен. Ладно. Классик отстает практически на 1,5 минуты от Барлеса. У всех примерно по 30 жителей, ну у Классика чуть больше, но он еще и не апнулся. Ну и как будто бы Классик тоже будет помогать на воде Винчестеру. Меча абсолютно никаких апов нету, да, но делает наконец кузницу. Вечно вот у него есть какая-то вот эта одна ферма, вот ни у кого не будет тут какой-то одной фермы, но Винч чувствует, он такой, так, нужна одна ферма, вот, одна. Да, она сделает дело. Ну и тоже третий док от Классика Про. В общем, очень сильно хотят выиграть воду ребята и как-то это использовать. Что? Стрельбище? Вот этот крестьян здесь делает стрельбище, барак был поставлен дома, и он делает через угол стрельбище. Блин, да это же проблема, у вас в тылах стрельбище, ребят. В тылах стрельбище, здесь галеры Винча катятся. И у них нет стрелы, они не Неужели они не дострелят, ребята? Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? В Capture Rage есть специальные настройки Show Range for Selection. Погнали. Давайте посмотрим. Делается стрела 30 секунд. То есть, если бы он проплыл ближе... Слушайте, мне очень сильно кажется, что он бы дотянулся. То есть дождаться стрелы, и он бы дотянулся. Можно, конечно, вышку делать, но такое. Я думаю, он бы дотянулся. Вот 200 секунд, видите, он еще не достроил стрельбище. Просто встал бы сюда и застрелил креста. Возможно, я не прав. Возможно, я не прав. Так, уберу эту штуку, потому что в среднем она меня бесит. Но это довольно важный момент. Винчестер здесь убил крестьянина. Кстати, что у нас Винчестер? Он, видимо, убил 3 лодки, наверное, у Дагау и крестьянина только что, да? То есть, в принципе, игра очень ровная. Прикольный мулкарт между золотом. Здесь отбили за счет раннего перехода лес в Классику Про. Ну, Классик как бы перемещает мулкарты. Новая вышка. О, вот, пошла тема. Так обычно корейцы делают. Но делает Барлис, дешевые вышки ставит именно он. Он же, соответственно, и на камне, то есть это очень выгодно. И дешевые вышки на 15% дешевле по камню все здания. Также, кстати, Барлис делает тут фэршип, и первый фэршип будет размикрить тяжело, долго, я бы сказал.
Так, ну, кто ближе к переходу в замковую эпоху? Винчестер за счет одной фермы. На самом деле, как будто бы Винчестер ближе, хоть у него и на 3 жителя меньше. Обратите внимание, да, потому что он налил на 2 минуты. Так, а что у нас происходит стрельбище? Еще и вычинивает мужик здесь все дела. В общем, начинаются лучники. Начинаются лучники в тылах. Но это проблема, потому что у команды Сальс ни одного барака даже нету домашнего, да? Что делать с лучниками, абсолютно непонятно. Здесь рынок. Винчестер убегает, ну и уже у него проблемы с лесом, да? И он сделал транспорт. Он собирается убежать на транспорте, только есть проблема. Это армянские галеры, у которых дополнительная стрела. Давайте смотреть дальше. Здесь что? Ага, вышло 2 лучника, да? Да вот проблема, скаут-то толком не успел отхиляться. Как же долго теперь грузинский скаут хиляется? О, ни о чем. Здесь делается барак, не достраивается, убегают чуваки. Здесь также вышки. Можно пытаться вышками задефаться, попытаться. Здесь крестьяне тоже немножечко тупят. 2 лучника в тылах. Ё-моё. Вы угораете? Что по рыбам, кстати? 2, 4, 3, 0. У Сальс немножко лучше в этом плане, но по крестьянам у них прям сильно хуже. И лучники теперь, соответственно, отправляются душить товарища Винчестера, который почему-то не нажимает апгрейд. Почему он не нажимает апгрейд? Потому что у него нет второго здания. Почему? Потому что нет рынка. Потому что это сложно. Не хватает леса, ребята, я понял. Ему не хватает леса. Здесь, конечно, умер скаут Дегау. Начинаются у мяча проблемы. То есть еду собрал, золото собрал. Хочет нажать переход. Хочет апнуть галеры, либо что. Ой, ну здесь совсем ничего нету. Винча, у него хоть лум есть? Есть лум. Но уже смотрите, какой вэлью от этих лучников идет. Да? Тоже дайте мне их выделить. 4 креста мертвых. Зато классик выиграл воду, как бы, да, но с другой стороны, блин, не знаю, не знаю. Ладно, здесь мулкарт, кстати, мулкарт можно перевозить на транспорте, вам не обязательно там что-то новенькое строить, в принципе. Но есть впечатление, что большой айдол создали эти лучники. Приходится делать с кермов классику про. И в замке идет раньше Дагау. Да как? Спрашивается. Да как? Фу, счет меняется. Еще минус крестьянин, как будто бы. Да, блин, вот это большой напряг тут у Винчестера, честно говоря. И он все еще не может перейти в следующую эпоху, потому что он обязан достраивать галеры. Блин, он лидировал по галерам, но проблемы с лесом начались. Да? И на самом деле из-за Барлиса они начались. Вот эти вышки, вот эти лучники. То есть максимальный хаос. Один играет на воде, другой играет на земле. Как будто бы это жестко. Армянин тут себе спокойно лес добывает. Ладно, Винч форсит рынок, нажимает переход, да. Но это все уже позже, чем товарищ Дагау на армянах. Здесь как будто бы эти галеры могут помочь, конечно, с другой стороны, но тоже сложно, потому что здесь такой стак галер не слабый. Хотя ХП очень много пробитых, раненых. В принципе, можно было попытаться, да, здесь на самом деле классику и помочь на воде. Так, а что с этим стрельбищем в конце концов? Лучники продолжают делаться, какого лешего. Винчестер наконец переходит на камень, хочет ставить грузинский замок. Тема интересная, неплохая, мне нравится. Но вода-то что? Классик Про едет, команда Сальс лидирует по счету, нажимают переходы. Так, а Инк, кстати, нет. Неужели тут какой-то слинг пошел? Да, пошел слинг, соответственно, Барлис отдает 1400 ресурсов и пересылает Дагау. То есть, вот такая стратегия у команды Let It Happen. Да, Барлис как бы и на земле поиграл, и на воде даже чуть там фаершипами развлек. Вышки везде поставил, просто посмотрите на это. Везде вынудил уехать, да? Где вообще добывает лес Classic Pro? Ну-ка, покажите. Нигде он не добывает лес Classic Pro, абсолютно нигде. 2 в 1, погнали, но тяжело синхронизироваться, да? И в одну сторону едет Дагау, как бы уплывает просто от классика, и разваливает сначала Винча, пытается, хотя классик тоже пытается помочь, то есть 2-1, но апаются галеры, вторая стрела есть, хотя много раненых, опять же, все равно можно замикрить, получается. Оба микрят, в конце концов. Но оба могут стрелять в одну и ту же галеру, например. И Винч как будто бы уже перестал микрить, но тут и нечем. Продолжает, блин, ну что-то не получается выиграть воду. Тут еще 2 галерки. Ну, Винча, скорее всего, нету леса. Я думаю, тут уже плюс-минус похороны. Здесь новые лучники. Кресты не успевают достроить вышку. Причем это были кресты классика. Дайте перемотать, потому что происходит на воде и на земле одновременно много хаоса. То есть классик делает какую-то одну вышку. Да, здесь много добычи леса, но... Не знаю, здесь всего лишь один крестьянин. И опять Барлис просто наказывает классика. Просто жесть. На самом деле. Почему-то кресты идут филварить, но они не могут достроить вышку классика. Жесть. Барлис иксует, что-то тут подсказывает. Ага. И они идут вышками сносить. И замок на лицо от Дагау, потому что идет слинг. Слинг не запрещен на этом турнире. На лицо Винчестера ставят замок. У Винча камня 274, совсем на самом деле немного.
И здесь уже абы какая экономика. Ну, мулкарты, конечно, спасают. Ставится ратуша. Все плохо. Я видел, делает Брандер и Винчестер, но против Галера это очень тяжело. Чтобы они имели смысл. Так, у классика есть на замок. Он ставит на 3 вышки лес. Как будто бы неплохо. Этот замок лучше. Этот замок на ратушу. Здесь фермы. Короче, по земле их полностью как-то прожимают. Благо, Винч эвакуировал. Но у Винча ничего не осталось. Как же так резко? Слил флот, слил рыбу. Слил крестьян. Боже, а сколько он крестьян слил? 20, да? Он, скорее всего, очень много крестов от Барлиса слил. Очень много, да? Барлис убил 25. Барлис вообще, конечно, здесь просто отец. Заигнорили стрельбище. Посмотрите на эти мулкарты. Посмотрите, сколько их. 4 на камне. Они даже мешают добывать. На самом деле нет, они помогают, но... Да, смущаются мулкарты сюда. В общем, рыбы плывут. Да, вода за командой Let It Happen. Земля. Обратим внимание, классик ставит, блин, 2 замка, да? 2 замка и как бы вроде лес освобождает. А в импы неужели пойдет снова Дагау? То есть, да? Пофиг, что Барлис в феодальной эпохе. Как бы он все еще, понимаете, он все еще делает вышки чуть позади, чтобы отбить лес. Да? Отбить добычу леса. Максимально бесить. Винч бумит за грузин, как будто бы окей, но чтобы бум был эффективным, нужна как будто церковь за 200 леса. Такое, делается транспорт. Кстати, один лучник, не знаю, что он тут сделает, честно говоря. Вторая стрела есть только у Дагау. У наших них и нету. Так, как тут распределяются мулькарты? Непонятно, еще кресты сидят, перестреливаются с вышками. И начинает еще фишбумить Дагау. Соответственно, у него 3-4-4 дока. Ешкин, Макаряшкин. Так, а что с транспортом? Угу. Прячет его классик. Какие шансы? Шансы, честно говоря, минимальные. Честно говоря, минимальные здесь шансы. Так, транспорт. Да, он хотел посадить 20 жителей, но садит 10, потому что там уже он видел галеры. И главное их высадить, просто высадить и убежать, в конце концов. Правильно делает классик. Видите, как бы можно посадить 20, но риск потерять всех возрастает. Риск потерять очень много жителей. Ну и Барлис продолжает здесь. Кстати, эта вышка как будто никуда не стреляет. Вам так не кажется? Неужели не дотягивает? Да, возможно, не дотягивает. Импы еще Дага, потому что он фишбумит, и он под слингом. И с воды он может задоминировать, а с этого замка он может сделать требучеты. Требучеты. Винчестера теперь 28 крестьян, честно говоря, совсем немного. Видимо, он терял еще, да, он потерял еще 3. Ну, еще одна ратуша, как бы успели переселиться с одной стороны. Заходят лучники. Так, заходят на феодального Барлиса здесь лучники. Но вышка достроена, да, что ты будешь делать? Еще и квиквол. Лучники, конечно, армянские, ну, у них маленький радиус, да. Так-то они игнорируют любую броню дальнего боя. Могут мулкарты порастреливать. А еще и церквями защищается Дага. Да, кстати, это его первая церковь, тут еще появится реликвия, по идее. Ой, отлично. Ситуативное решение. Ну и форвард замок, да, чтобы трибушеты делать сразу на классика Про. Ну что, ну, здесь можно тоже переехать, переезжать в церковь. Один крестьянин очень долго делает ратушу, но с другой стороны другие жители зато могут работать. Ну, такой баланс. Да, армянские луки никакого бонуса по кораблям не имеют. Они не игнорируют броню кораблей и осадок. Импы и команда Сальс не сдается. Давайте посмотрим, почему они решают не сдаться. Ну, по экономике, кстати, немножко сближаются, да, как бы оба пытаются бумить. В ратуше играет активно Винчестер. Тут единственный игрок. Так, ну, это уже интересно. Это уже здорово. Армянские лучники тут двигаются под 2 вышками. Турацкие вышки. Но, кстати, у Инка были бы бронированные крестьяне, но только замковой эпохи. Все еще феодалы импы. Классика. Классик счищает здесь вот эти темы. Но трибушеты мы как остановим? Да, 2 трибушета. А еще армянинов и армян есть дроманы. Да, замена пушечным кораблям с воды. Которые, кстати, может, похуже по зданиям стреляют, но они, как Манганелли, стреляют по юнитам. В принципе, не супер, не как Манганелли, на самом деле, похуже, но, в принципе, могут нанести урон какой-то. Особенно в пачку крестьян, например. Ой, да и здесь тоже.
За счет третьей стрелы он уже сносит ратушу. И очень быстро галеры сносят ратушу. Теряется замок армянский. У Винчестера все еще он бумит. Ему нужно много времени. Не знаю. Вот тут церковь просится как будто, но тоже такое. Блин, а что сделают дроманы? Они это тоже могут все разнести. Ну, скорее всего... Так, Дроман пошел массовый заказ, да. Они не видят, где Винчестер бумит. Винчестер в уголку бумит, да. В этом плане он грамотно сделал. И пытается камбэчить на воде. Оргейли делает. Ну что, за счет тупо, может, фаершипов грузинских как-то попытаться, да, попытаться. Но... Армянин ведь может еще сделать коронку, да. Килликен флит, чтобы брандеры были сильнее, например. Больше... радиуса у них взрыва было, и дроманы получили плюс единичку дальности. Не только дроманы, а еще линия галер так-то. И это очень сильно. И как же вовремя Дагау сюда приезжает. Как же вовремя он приезжает. Были бы это фастфейршипы, я бы сказал, есть шанс, а так эти шансы крайне малы. 60 крестьян, да? Очень много так-то у Винча. Но ребята прописывают ГГ и проигрывают в этом матче и вылетают с турнира. Этот матч, эта игра была супер важна на самом деле. И хороший камбэк устроила команда Сальс. Я, кстати, стримил этот матч. Я обязательно укажу ссылочку вам, чтобы вы могли посмотреть. Хороший камбэк, но в последней не пошло. Хотя прикольный набор наций, но, честно говоря, из ошибок, которые мы поняли, что это зря... Классик так долго пытался вилвариться с Барлисом, нужно было отойти заволиться раньше это сделать. Здесь крестьянина не заметил, ладно, но стоило запариться с этой темой, потому что вы действительно, ребята, во-первых, сомнительно играть вдвоем на воде, да, но если вы так решили, то, пожалуйста, на земле должно быть все безопасно, а никакого стрельбища в тылах, которое просто разнесло. Вы видели 25 убитых экономических юнитов от Барлиса, который на воде не играл. То есть это значит, что он убил 25 жителей, либо около того, может 23. То есть, ну, это дизастрич. То есть идеальная игра здесь от команды Let It Happen. К сожалению, я думаю, команде Саль стоит вот в этом плане не говорить так, и так сойдет. Ну да, там что-то происходит. Но честно, вот этот момент с галерами, которые проплывали мимо, я его не понял. То есть я не понимаю. Ладно. Я думаю, это обязательно нужно было проверить. Итак, что у нас мы видим? Барлис разносил, ребята. Барлис. То есть Барлис в феодальной эпохе, посмотрите, он убивает. Да? То есть офигеть. Офигеть. Слинг тоже сильная тема, хотя много ресурсов, 1500 ресурсов не передалось Дагао, но 2900 передалось, как бы, да. И технологии решают. 29, 30 минут импы, как бы. Хотя Винч начинал очень-очень-очень здорово. По билду даже обогнал армянина. Хорошо, обязательно ставьте лайк, если понравилась игра, а если не понравилось, то дизлайк и до новых видосов. Кстати, еще будет видос с этого турнира точно, но попозже.